Всем привет! Сегодня приготовим шоколадно-кофейный бисквит. Он получается ровным, очень вкусным, пышным, пористым, с насыщенным шоколадным ароматом и вкусом и легкой кофейной ноткой. С этим бисквитом можно готовить торты с различными вариантами начинок и кремов. В одном из следующих видео мы приготовим с этим бисквитом торт, а сейчас займемся приготовлением бисквита. Для начала включаем разогреваться духовку на 170 градусов. В одну емкость просеиваем все сухие ингредиенты, муку, разрыхлитель, какао и перемешиваем до однородности. По желанию часть муки вы можете заменить кукурузным крахмалом, тогда ваш бисквит получится немного выше. Количество ингредиентов будет указано под видео. И насчет какао. Я рекомендую использовать алкализованный какао, он придаст бисквиту более насыщенный цвет и вкус, нежели обычный какао. Далее доводим молоко до кипения, но не кипятим. Снимаем с огня и добавляем растворимый кофе. По желанию вы можете добавить молотый кофе, но тогда перед добавлением молока в тесто обязательно процедите через мелкое сито или марлю от жмыха. Далее переходим к самому важному этапу в приготовлении бисквита, к яйцам. Белки нужно отделить от желтков. Начинаем белки взбивать сначала на минимальных оборотах. Как только появится вот такая легкая пенка, добавляем щепотку соли. И в несколько этапов постепенно вводим сахар, не прекращая взбивать. Когда весь сахар ввели, увеличиваем скорость до средней. Если у вас маломощный миксер, как у меня 300 Вт, можете включить на максимальную скорость. Очень важно для взбивания белков взять сухую посуду без капли влаги или жира. То же самое касается и венчиков миксера. В противном случае белки не получится взбить до нужной нам консистенции. А залог пышного бисквита именно в хорошо взбитых яйцах. Но помните, что белки можно и перевзбить, и тогда бисквит во время выпекания потрескается и может стать кривым. Поэтому как только взбили до таких жестких пиков белки, останавливайтесь. И начинаем по одному вводить желтки. Как только желток вмешался до однородности, это занимает примерно 30 секунд, вводим следующий желток. Общее время на взбивание у всех будет разным, все зависит от мощности миксера. Ориентируйтесь на консистенцию яиц, она должна быть вот такой, как в моем видео. Далее в два этапа вводим во взбитые яйца сухую просеянную смесь. Важно на этом этапе перемешивать уже силиконовой лопаткой. Миксер мы больше не используем, чтобы не нарушить воздушность яичной массы. Вот такими движениями снизу вверх вымешиваем тесто. Тщательно, но не очень долго, так как даже при таком бережном вымешивании тесто все равно немного оседает. У меня примерно 50 таких движений получается снизу вверх, пока я вмешиваю всю сухую смесь до однородности. Далее в молоко с кофе добавляю немного теста и снова все хорошо перемешиваю. Если вы заваривали молотый кофе, то не забудьте его предварительно процедить. Все тщательно перемешиваем и добавляем в тесто. Делается это для того, чтобы кофе с молоком быстрее вмешались и мы меньшее количество раз перемешивали общую массу теста. Тесто готово, теперь выливаем его в форму для выпекания. Форму ничем не смазываем, чтобы во время выпекания бисквиту было легче ухватиться за стенки формы и выше подняться. Если у вас форма с несъемным дном, тогда смажьте дно маслом, чтобы бисквит не прилип к дну, и буквально 1 см в высоту, отступая от дна. Выше стенки формы уже не смазывайте, чтобы бисквит хорошо поднялся. Выпекать тесто нужно сразу все, оно не может ждать, так как оседает. Если вам нужен высокий торт, замешивайте тесто необходимое количество раз, или если у вас есть одинакового диаметра формы, выпекайте одновременно в нескольких формах. Отправляем форму в разогретую духовку до 170 градусов, режим вверх-вниз. И очень важно первые 25 минут не открывать дверцу духовки, так как бисквит может осесть и ему уже ничего не поможет. Время выпечки у всех может быть разным, это зависит от духовки.
В моей духовке выпекается такой бисквит 30 минут. Далее я выключаю духовку и еще 5 минут даю бисквиту постоять при открытой дверце. Делаю я это для того, чтобы не было резкого перепада температуры. Этот шаг не обязательный, но он тоже дает дополнительную гарантию, что бисквит не осядет после того, как мы его достанем из духовки. Готовность бисквита проверяем шпажкой, касаемся ей дна и вынимаем. Если шпажка сухая, бисквит готов. Ставим его остужаться кверху дном, и как только форма немного остынет и можно к ней будет прикасаться, снимаем фольгу и аккуратно вырезаем из формы бисквит. И оставляем до полного остывания, желательно на решетке, чтобы дно не отсыревало. И после остывания заворачиваем бисквит в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на 3-4 часа, а лучше на ночь. За это время бисквит станет плотнее, и при нарезке он меньше будет крошиться и не размокнет при пропитке. После стабилизации в холодильнике нарезаем бисквит на необходимое количество коржей. Такая высота позволяет нарезать бисквит на 3 или 4 коржа. Такой бисквит требует пропитку, и на моем канале в ближайшее время выйдет видео с кофейной пропиткой. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео. Посмотрите, какой мелкопористый получился этот бисквит. Он очень нежный, шоколадный, с приятной кофейной ноткой, супер воздушный. Очень вам советую попробовать его приготовить. Всем хорошего настроения. Пока-пока.